Усім вітання, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак, це традиційно YouTube-платформа 24 каналу. Ще раз великі вітання нашим постійним глядачам, можливо, новим. Сьогодні в нас 4 листопада і ми в прямій трансляції, тому будьте активними, ставте лайки, звичайно ж, підписуйтесь, хто не підписаний, коментуйте і діліться нашою розмовою. Так зараз працює YouTube і це дає змогу, аби більша кількість людей нас побачили, почули нашу розмову і зрозуміло, що відбувається. А власне, ми сьогодні будемо говорити про Північно-Атлантичний альянс, все навколо НАТО, відносин, особливо НАТО і Росія. Я з великою радістю представляю нашого гостя. Це є Роберт Пшель, бивший польський дипломат і председатель НАТО в Росії. Роберт, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, дякую за приглашение. Роберт, я знаю, что вы 5 лет проработали в Москве в информагентстве НАТО в России. Также вы более 20 лет проработали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Вы хорошо знаете эту структуру, мягко говоря, да. Но хотел бы вас спросить, вот начать с такого обширного вопроса НАТО и Россия. С самого начала отношений, когда распался Советский Союз, там даже учредили совет, который есть, как и сейчас, Украина-НАТО, был совет Россия-НАТО. И, кажется, 5 или 6 лет они даже встречались, заседали и решали проблемы мира сего. Но потом случилось 2008 год, я так понимаю, Грузия, или какая кошка пробежала между Россией и НАТО. И у меня вопрос в общем, Роберт, а вот всегда ли Россия воспринимала альянс как врага? Ну, это несколько вопросов, не один даже вы сказал. Ну, какая кошка пробегла? Кошка, которую зовут Путин, конечно. Но, серьезно, значит, это отношение НАТО уже с Россией, да? Но было, можно сказать, после, начала 90-х лет такое время, я бы его назвал романтизма, да? Или отсутствие, скажем, реального осмотра. Но с самого начала правда такая, что, конечно, много стран и большинство даже НАТО, включая даже страны, которые вошли в НАТО, там, например, в 99-м году, как Польша, но жили какой-то надеждой, что Россия, может, не станется в полном смысле наследником Советского Союза, что это империалистический подход, он как бы может исчез или исчезнет. И поэтому много лет заняло НАТО. НАТО занималось каким-то развитием партнерских отношений с Россией. Да, была такая структура, там, совместный там совет, потом после, это было немножко не случайно, в 97 году было первое приглашение для 3 стран, чтобы вступили в НАТО, расширение НАТО, сказать, после окончания Холодной войны, и в том же самом году было подписана так звавшая там карта и основополагающий акт между НАТО и Россией. И надежды какие там были, да. Но если посмотреть вот на записи этого документа, то на сегодня, то я не знаю, там, может, ни один кусочек не остался, этого документа, которого Россия бы просто не испортила, в смысле того, что абсолютно Россия в течение много лет с каждым поступающим годом показывала, что она абсолютно не готова делать то, что сама обещала. Ну, например, быть готовой к тому, чтобы с уважением относиться к желаниям разных стран, что вообще у них есть право решать, какая у них политика, могут они вступать в НАТО и так далее, и так далее. Ну, а потом, мы уже знаем, как это произошло. 2007 год, речь Путина там в Мюнхене, потом была, конечно, уже первая, скажем, инвазия Грузии, потом была потом 2014 год, который заморозил отношения в большой степени, хотя еще попытки какие-то были. Ну, и потом в 2021 году Россия представила такие свои уже желания в форме, скажем, ультиматум всем странам, включая НАТО, и это было ясно, что здесь никакого договора не может просто быть, в партнерстве нужно забыть, но и пришел 22 год, все мы знаем, и НАТО на сегодня уже считает Россию, чего не делало через много лет, как самой большой угрозой, кроме терроризма. И это говорит о всем, что касается сегодняшней политики НАТО.
и осмотра политики России, конечно. Да, Роберт, хотел бы также тогда спросить вас о вот угрозах постоянных со стороны первых лиц России. Да, это Медведев, это и Путин вспоминает о ядерном оружии и о том, что могут они применить. Ну и пропаганда, да, вы как никто знаете, что такое Скобеев, Попов, вы в свое время были на их программах, я видел несколько из них. Вы герой, если честно, выслушивать вот это все, что они высказывают. Об этом мы еще отдельно поговорим. Но вот как НАТО воспринимает сейчас угрозы России использовать ядерное оружие? И отличается ли реакция 2,5 года тому назад перед полномасштабным вторжением или в первые месяцы да, полномасштабного вторжения? И вот сейчас немножко уменьшилась паника, да, тревожность или осторожность, когда опять-таки Путин или Медведев или кто-то еще говорит о том, что Сармат может долететь в Берлин или Лондон? Может, но то же самое ракета, не знаю, американская, британская может долететь в Москву, да. Знаете, НАТО вообще не такая, много можно сказать о НАТО, но не то, что она поддается какой-то панике, да, это просто не НАТО. И я скажу так, в ответ на ваш вопрос, есть хорошие новости, но есть такие, которые, конечно, уже не так отличные. Если говорим о какой подход, какая политика НАТО, но то формальной точки зрения, и можно сказать такой стратегический, политический, то очень много не только не поменялось, но даже не нуждалось в каких-то изменениях. Потому что НАТО есть, остается и останется организацией, которая считает ядерное оружие, пока оно будет существовать в мире, как один из элементов своего арсенала. Просто потому, что было бы безумно, чтобы, не знаю, страны НАТО, это, конечно, которые являются ядерными державами, это США, это Великобритания и Франция. И пока, сказать, другие страны не намерены обладать таким оружием. Но все-таки есть договоренность, что касается роли, которую играет ядерное оружие для НАТО, это, конечно, политика сдерживания. И нет никаких элементов вообще в политике НАТО, которые говорят о том, и даже нет такой, не знаю, суггестии, что НАТО хотело бы, готово бы было, и вообще это политически невозможно, чтобы НАТО готово было использовать самым фактом, что есть в таком нашем арсенале коллективном, для каких-то агрессивных целей. Сдерживание остается в мочи. Проблема, о которой вы говорите, состоится в том, что даже в сравнении с Советским Союзом политика этого вызывает очень-очень много вопросов, потому что она себя, Россия сегодня себя ведет в сравнении с Советским Союзом безответственно. Значит, как вы сказали, может не каждый день, но буквально, не знаю, но каждую неделю, каждые 2 недели получается какие-то идут сигналы из России о разных таких, можно их назвать даже нуклеарным шантажем, да, ракеты могут улететь, а у нас есть ядерное оружие. Мы все это знаем, да. Для НАТО самое главное, Россия является ядерной державой, и это факт. Поэтому НАТО к этому факту подходит очень серьезно. Но для нас важно не только заявление, но, например, изменения какие-то в доктрине России, да. А что это изменяет, если все знают, что главное и самый ключевой вопрос это, конечно, решение или что в голове Путина, так скажем, да. Бумага – это одно. Но для НАТО самое главное – это, конечно, то, что происходит в реальном мире. Поэтому НАТО наблюдает очень, очень точно за каким-то, например, перемещением ядерного оружия, да, какая там, скажем, уровень, там, не знаю, алерта, что касается, она, скажем, в какой-то подготовке, НАТО очень наблюдает точно за всеми учениями и так далее, и так далее. И здесь так много, можно сказать,
не изменилась. И если говорим о угрозе, она существует по такой причине, что этот режим, он как бы, а прежде всего сам Путин, он отходит с каждым месяцем от реального мира. И в этом заключается как бы главная угроза. Не в каких-то, я не думаю, что много или вообще какие-то люди в НАТО верят, что Путин это... или режим даже Путина – это режим самоубийцев. Нет, это люди, которые... они думают про себя, конечно. Но, с другой стороны, нужно правильно отвечать на эти угрозы. И НАТО это делает, например, проводя свои учения. Есть в самом НАТО дискуссии, как можно немножко расширить разные, скажем, элементы этого сдерживания, например, включая другие страны еще НАТО к программе так называемой nuclear sharing. Значит, например, самолеты из других стран могли бы участвовать в этих задачах и так далее. Но есть вопрос, конечно, связанный с тем, что нужно держать это оружие в хорошем состоянии, так, чтобы, этой стране, какой является сегодняшняя Россия, не пришло, даже людям там не пришло в голову, что можно как бы что-то выиграть самым шантажем против НАТО. Это принципиальная вещь. Роберт, также хотел бы вас спросить о отношениях Украины и НАТО, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину. Потому что мы вспоминаем и саммит в Вильнюсе, и саммит в Вашингтоне. И очень хорошо я помню, что не предлагали Украине даже приглашение стать членом, потому что приглашение это не обязательно сегодня, завтра или через год. Да? Это может пройти много лет. Экстренно принимали Финляндию и Швецию, и там тоже прошло 1,5 года, чтобы все сделать правильно. К чему я веду? Вот в Вашингтоне в этом году на саммите НАТО юбилейном якобы пообещали Украине, сказали не так, что Украина, мы не дадим вам приглашения, но мы дадим вам установки ПВО. Ну и вот буквально недавно Владимир Зеленский говорит, что одно пообещали, но вот не дали. Но это было эмоциональное интервью главы государства моей страны. И что вот к чему я веду? И он очень жестко прошелся по обещаниям, в том числе и Соединенных Штатов Америки. А мы знаем, что это главный такой себе игрок в НАТО. Вот у меня вопрос к чему? Вот отказали даже в приглашении, да? А в чем проблема? Почему не можно дать просто приглашение? Почему не можно сказать, Украина, вот вы не просто будете членом НАТО, вот держите приглашение, но когда? Вот тогда и тогда. Есть, конечно, причины, почему это так происходит, но я не хочу, конечно, давать каких-то очень таких там жестких комментариев по высказаниям. Да, вы правильно сказали, есть немножко таких эмоциональных моментов. Это понятно, но в одной степени это понятно, с одной стороны. Но факты такие. Нет на сегодня, и вообще можно бы это сказать, вот заключить. Чтобы пригласить страну в НАТО, нужно согласие всех стран. Его просто нет. И, конечно, есть страны, которые себя так позиционируют, позициям, которые, с политической точки зрения вообще мало понятны. И есть элемент даже такой антагонистичный связь с Украиной. Это, конечно, Венгрия, немножко даже Словакия. Но есть позиция, прежде всего, США, которая, является главной страной НАТО, на которой, если страну принимают в НАТО, это все-таки, так это мир устроен сегодня, и тоже в НАТО, что США принимает на себя главную ответственность за безопасность. Но если говорим о реальных возможностях реализации, если нужно бы было, 5 статьи. На сегодня такой готовности со стороны США, а есть еще другие страны, Германия, например, которые тоже об этом говорит откровенно, нет. Но это означает, что нет возможности, чтобы такое решение принято. А почему? Я слышу, я читаю тоже разные там высказания, но я, честно сказать, очень осторожно подхожу также к таким идеям. Что это означает? Мы обещаем или скажем, да, вы в принципе приняты, но пока вы не приняты. Нет. Знаете, 5 статья – это очень серьезная вещь, и все знают, как это работает. Сначала это решение, скажем, правительства, и нужно
сегодня 32 страны, да, им нужно всем согласиться. Потом начинаются разговоры, а потом идет ратификация. И нет, как бы сказать, такой дороги, ну, что можно так пробежать побыстрее, это там, ратификация, но разно, несколько месяцев, может, бывает год или два, но только на условиях, когда есть абсолютно политическая готовность. Его на сегодня нет, и как долго будет идти война, сложно уверить в то, что эта позиция очень быстро поменяется. Это такие, ну, знаете, такая реальность. И здесь, конечно, есть какое-то разногласие между такими странами, о которых я говорил, а странами, такими как, например, моя страна Польша, которые готовы были пойти немножко вперед, побыстрее, но это и здесь нужно думать креативно. И, например, если посмотрите на предложения, которые делал министр иностранных дел Польши Сикорский совсем недавно, да, в США, там было даже, но эффектом этих предложений было даже письмо, которое конгрессмены направили в администрацию президента Байдена. Речь шла о потенциальном защите воздушного или части, хотя воздушного пространства Украины. Но, знаете, в реальном мире, в мире НАТО нужно, как я сказал, согласие, а как минимально нужна крупная, серьезная поддержка США, которая потом Вашингтон может, скажем, приговорить других союзников. На сегодня этого нет. И поэтому это неправильно, если кто-то как бы устраивает какие-то небольшие иллюзии по этому вопросу, потому что, ну, если говорим про пятую статью, она абсолютно принципиальная, она важная для всех стран НАТО, они потому вступают в НАТО. Но в таком пункте мы находимся, к сожалению, я хотел подчеркнуть, для самой Украины, конечно. Роберт, большое спасибо. И также хотел бы вас спросить, знаете, о чем? О том, что вот есть 5-я статья НАТО. Да, кто не знает, может и такие есть тоже. Это коллективный, да, как правильно сказать, коллективная защита страны, если кто-то нападает на страну. Правильно так сказать, да? Или как? Ну, который называют там принцип трех мушкетеров. Значит, один за всех, все за одного. Да. Хотя она так, знаете, формировка, она такая, ну, нет такого автоматизма, и причины связаны с тем, что было в 1949 году. Значит, это не... Значит, это было потому, что сами американцы так хотели бы, чтобы там было какое-то небольшое поле маневра. Это нельзя забывать, потому что мы тоже находимся накануне выборов в США. Есть такой нурт изоляционистический, да, в США. И это некоторые, ну вот, пропаганда в России говорит, да, там американцы все решают, ковбои идут вперед. А правда такая, что с самого начала и даже во всем существовании НАТО это больше страны европейские, как бы сказать, хотят держать эту связь с американским США, короче говоря, и всегда нужно об этом говорить, идут дискуссии, и этот процесс никогда не останавливается. Также, но 5-я статья – это причина, почему, например, Финляндия и Швеция, вы сказали, вступили в НАТО, но потому что, хотя это члены Европейского Союза, там тоже есть такая немножко похожая статья в некоторых трактатах, это страны с большим опытом такого, ну, самообороны, можно сказать, но все-таки, когда пришла самая большая война в Европе с 1945 года, но они решили, что НАТО дает самые хорошие гарантии безопасности коллективно, и поэтому выступили с таким предложением, а это означало большое изменение в политике этих стран. Ну и, честно сказать, это означало тоже поражение для политики России, которая много-много лет старалась не допустить даже к такой идее, скажем. Роберт, а вот если говорить о новом генсеке НАТО, 10 лет был Йенс Столтенберг, вот теперь бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Насколько в этой структуре, в альянсе, в НАТО влияет генсек? Насколько он имеет полномочия, чтобы что-то решать? Или он просто как координирует и выставляет повестку дня?
Ну, это очень важная персона, потому что так, по-первых, генсек – это человек, который говорит в имени НАТО, да? Ну, есть там секретарь, конечно, но это лицо, это нужно добирать слова, это важно. И я думаю, что у господина Рута есть хорошие таленты в этой области, это важно. Второе – это человек, который ведет все заседания, знаете, на уровне послов, на уровне министров и встречи в верхах. Это очень важно, потому что НАТО – это не Варшавский договор, всегда приходят страны с разными точками взглядами, нужно договориться, да, а консенсус, короче говоря, всем нужно договориться, не только 10, 15 и стран, теперь 32. И здесь нужны разные политические, скажем, тоже таланты, дипломатические. Нужно, собирать страны к позиции, которые тогда можно назвать совместной позицией. Третий элемент – это, конечно, нужно держать хорошие связи в самой Европе. И здесь это тоже неплохо, что господин Руtte, у него большой опыт, что касается Европейского Союза, который играет побольшую роль, даже в сравнении с последними годами, тоже в области обороны. Но, с другой стороны, нужно очень много работать над очень хорошими отношениями с главным, конечно, союзником США. Тоже нельзя забывать про Канаду. Также здесь, короче говоря, есть очень много задач, которые стоят перед генсеком. Но, с другой стороны, нельзя забывать, что у него нет права голоса. Генсек – это не страна. А в НАТО нет таких элементов, которые, например, существуют, не знаю, в Европейском Союзе, например. Есть мандат, например, госпожи фон дер Лайен, как представитель комиссии, побольше, чем у генсека. И тоже последняя вещь, я сам работаю в НАТО, генсек – это не какой-то огромный аппарат, но все-таки нужно ним тоже курировать. И это важно для того, чтобы НАТО функционировало хорошо и было готово отвечать на все эти вызовы, которые страны считают реальными. И поэтому генсеку нужно это всегда понимать и держать, как говорится, руку на пульсе. И не можно, быть пассивным. Нужно работать, нужно путешествовать. Вот сегодня есть, я хорошо понимаю, генсек в Берлине. Это тоже хороший пример, потому что там, якобы говорится, что есть какие-то идеи. В Берлине очень важны, например, для Украины, которые много людей, включая, скажу откровенно, меня и других моих коллег в Польше, считаются не совсем логичными, например. Также было бы неплохо, надеюсь, что генсек это объяснит тоже нашим немецким коллегам. Это бывает тоже роль генсека. Нужно объяснять, что возможно, что невозможно, что, скажем, более логично, а что меньше логично. Если говорить Роберт, о том, как НАТО реагирует на слова Трампа. Потому что он очень много упрекал именно Альянсу, вернее, странам, которые есть в Альянсе, что они, мало дают денег, что нужно давать 2,5% или 2% от ВВП. Многие страны не дают того. Насколько нужно опасаться, если Дональд Трамп придет к власти, станет президентом Соединенных Штатов Америки, может он как-то повлиять, расколоть или как-то разрушить Альянс? Может, потому что с формальной точки зрения, я даже об этом уже в США немножко думали, потому что, знаете, много можно вещей говорить о бывшем президенте, а кто знает, может и снова, будущем президенте Трампе. Но одна из вещей, которые у него часто появляется, он человек, который очень много у него разных там и таких очень твердых идей. И одна из них заключается в том, что он в многих мероприятиях, в многих решениях видит какие-то угрозы для интересов США, даже включая в существование, как функционирует, скажем, НАТО. И почему это важно? Потому что, да, даже если, например, это не может сам президент США решить, например, если мы говорим о какой-то нуклеарном варианте, типа, что США, я хочу, чтобы США вышло в НАТО. Нет, на это нужен, конечно, там согласие Сената и так далее. Но знаете, у президента огромные полномочия,
он руководящий всех, командующий всех, например, военных американских. Но он может дать теоретично приказ, что выводим войска из Европы. Да? Можно делать какие-то решения, которые там, не знаю, будут иметь очень крупные финансовые последствия. И даже без такого формального шага, можно себе тогда было представить, что такие решения, они бы очень, это уже не было то же самое НАТО, да. И самое главное, потому что все-таки это спекуляции, но если говорить на сегодня, смотрите, какие последствия были самых слов еще на сегодня кандидата в президенты снова, да, несколько месяцев назад, когда господин Трамп говорил о том, что страны, которые не платят там 2% на оборону, то 5-я статья США не думает, что будет как бы выполнять, если говорим этой стране. Это очень опасно, потому что речь идет о 5-я статья, она функционирует хорошо, когда все страны и все потенциальные противники тоже верят в то, что эта статья в полности работает. И это, конечно, включает, что она работает для США. Также, здесь есть какие-то опасения. Но, с другой стороны, мы не знаем, по-первых, конечно, какие будут результаты выборов, а второе, есть... Если посмотрим на, скажем, первую президентуру господина Трампа, то, конечно, риторика сильно была, но, с другой стороны, США оставались, конечно, самым таким мощным союзником, включая даже повышение, например, участия военного в поддержке стран, например, на восточной фланге в НАТО. Также я думаю, что есть причины, до которых можно опасаться того, что является какими-то элементами того, что о чем говорит президент Трамп. Но, с другой стороны, если так уже будет, что он станет президентом, тогда будет очень много серьезных разговоров, и поживем, увидим, как это все, как бы сказать, окончится. Я остаюсь оптимистом все-таки, потому что я считаю, что или это Трамп, или какой-нибудь другой президент, НАТО – это не только хороший союз для европейских стран, это очень хороший союз тоже для США в это время, когда угрозы, они имеют такие очень серьезные значения и характер, и они, конечно, связаны не только с Россией, связаны с терроризмом, есть тоже Китай и другие вещи. И в такое время очень хорошо иметь союзников и друзей. Я думаю, что каждый президент США тоже будет наблюдать за этой максимой. Я так надеюсь. Роберт, хотел бы вспомнить также историю отношений Украины и НАТО. Впервые в 2008 году тогдашний президент Украины Ющенко, премьер-министр Тимошенко и глава Верховной Рады, спикер Яценюк, обратились в Бухарестском саммите с просьбой дать ПДЧ для Украины, план действий именно с НАТО. Тогда получили отказ. Главный, кто сказал нет Украине в НАТО, это Ангела Меркель, канцлер Германии, и также президент Франции Саркози. Но тогда, как и сейчас, кстати, сказали, что Украина непременно будет в альянсе. И вот с 2008 года есть 2014 год, аннексия Крыма и война на Донбассе, полномасштабное вторжение в 2022 году. И сейчас уже, это наверняка не этично, да, нет тех стран, которые прямо говорят нет вступлению Украины, но вы точно будете в НАТО. И что мы видим? 2008 год, сегодня 2024, почти 25, уже 15 лет, как мы имеем обещание быть в НАТО. Вот откровенно хотел бы вас спросить, а не куда удобней Альянсу иметь буферную серую зону между Россией и Беларусью в лице Украины, так как и Китай имеет Северную Корею, чтобы мы помним, как начиналась война в Корее и кто на какой стороне воевал. Вот у меня почему-то, я не пессимист, конечно, но у меня такое ощущение, что вот в ближайшем будущем Украина не видит в альянсе? Значит, это вопрос непростой, потому что не получается ответить на него так
как бы исторический, знаете, 2008 год, я бы сказал так, тогда с точки зрения НАТО и политически, но не было масштабной войны, было бы проще, конечно, принимать решения, да, это правда. С другой стороны, скажем откровенно, с полным уважением для Украины в тогдашнее время, она не была так в 100% готова, да. Значит, речь шла о том, что нельзя забывать, что так немножко так ходил в Украине, было такое желание, потом он уменьшилось, но мы знаем, что прошло потом, да. И так далее. Для стран НАТО это принципиально важно, потому что нужно быть уверенным, что страна как бы не меняет свои так кардинальной политики, как не можно так пригласить страну в НАТО, а потом узнать, ну, знаете, нам уже как бы не по дороге, ну, это и так далее. Также были какие-то причины по стране тоже Украины. 2008 год, это не 2024. Сегодня, я думаю, таких сомнений, тоже, но сами вы признаете, что в Украине очень много и уровень поддержки и так далее, все это там эра Януковича, все это осталось и так далее. Украина – это другая страна. Но, к сожалению, идет война. Если бы посмотреть так уже стратегически, исторически, то, конечно, я думаю, что это была ошибка. Можно было начать этот путь, хотя, например, чтобы подключить Украину в эту программу как бы, поддержки, и тогда можно было помочь Украине сделать эту домашнюю работу, о которой я говорил, да? И, может, мы бы нашлись в другом немножко положении тогда. Но это не было сделано, к сожалению. Короче говоря, я думаю, что это была политическая ошибка со стороны так Берлина, как и Парижа. Сегодня поменяла свою позицию Германия не до конца. Но одно не поменялось, знаете, и здесь я это скажу прямо как поляк, да. Знаете, есть страны, как Польша, которые поддерживают этот путь Украины в НАТО от самого начала, да. И на этой пути мы это знаем из нашего опыта, из других стран, которые там через разные проходили сложности, да, но страны, которые поддерживают так стратегически и всерьез, и без каких-то подтекстов, но я думаю, что их не было плохо послушать их голос чуть-чуть почаще по таким вопросам, какая лучшая стратегия, чтобы все-таки достигнуть эти пути. Но в последнее время, к сожалению, в Варшаве мы видим немножко другой подход в Киеве, где просто такое впечатление возникает, что как бы Советы Польши, или вообще позиция Польши не считается специально важной для Украины. Но мы подходим это спокойно, но я думаю, что просто это не помогает самой Украине, потому что все, что происходит в НАТО, это политическая военная организация, и мы это знаем со своего польского уже опыта, как мы стремились вступиться в НАТО. Нужно выработать поддержку, и это проще делать для стран, которые уже являются членом. Также я остаюсь оптимистом, но все-таки нужно тоже понимать реальности пунктов, в которых мы находимся. Это очень много поменялось, и я думаю, в перспективе они такие, как говорят коммуникаты НАТО, что будущее Украины в НАТО, но нужно на сегодня найти какие-то инструменты, которые, короче говоря, повышат уровень безопасности Украины, даже если пока еще этого консенсуса по приглашению нет. Роберт, а можно ли тогда больше нашей дипломатии и военно-политическому руководству страны давить на альтернативные пути, если они есть? Конечно же, многие говорят, нету альтернативе НАТО, но мы также знаем, что есть отношения Япония, Соединенные Штаты Америки, Израиль, США. И мы прекрасно знаем, что Израиль не есть членом НАТО, но когда Иран обстреливал Израиль, то и Великобритания, и Германия, да, и Франция, и США помогали сбивать эти ракеты. А вот в случае с обстрелом Украины, говорят в Белом доме, это другая история, это другая война. А мы воспринимаем это, Роберт, как? А мы что? У нас жизнь украинца немного дешевле, чем жизнь в Израиле?
Знаете, значит, я, как знову, как поляк, но мы живем в том же самом регионе, у нас похожая история. Я понимаю вашу фрустрацию. И если бы Польша была в похожем положении, мы бы то же самые вопросы задавали. Но все-таки, ну, знаете, Украина – это не Израиль, Украина – это не Япония, да. И здесь я там даже не ответил на такой там важный элемент, вы помните, как, например, но нужно, да, приговорить больше стран, прежде всего в Европе, что уже сегодня Украина защищает, да, их безопасность, да. Это не получится сделать, если мы будем говорить про Японию, хотя это очень важный партнер, и она может много помочь. Израиль – это еще другой, как бы сказать, вопрос. Но я думаю, что на сегодня нет альтернативы лучшей, чем членство в НАТО. Точка. Ну вот еще раз. Швеция, Финляндия сами это доказали, такие страны. Но потому что не получится это сделать буквально вот так. Ну, скажем откровенно, сегодняшнее членство Украины в НАТО бы изменило вообще близко все. Но этого не получается. Нужно об этом работать. Нельзя отходить от этой цели. Но одновременно нужно вырабатывать все возможные такие конкретные, знаете, элементы, скажем, поддержки. Есть поддержка НАТО, даже если нет этого решения по членству, политического консенсуса, да, нужно всерьез принимать все эти возможности, которые, например, устроило последнее решение саммита в Вашингтоне, да. Значит, НАТО теперь уже начало координировать реализацию всех поставок или оружия, тренировки, оборудования Украине. Нужно это максимально использовать. Нужно использовать возможности сотрудничества, которые существуют в области, например, оборонной промышленности. Да? И хорошо, когда там в Киеве много времени посвящают там на разных возможностях, связанных с какими-то странами, которые далеко. Но может неплохо тоже подумать побольше, если говорим по странам, которые находятся чуть-чуть поближе, потому что в такой обстановке можно что-то побыстрее выработать. Есть вопросы, о которых я говорил. На сегодня тоже нет консенсуса по вопросу потенциальной защиты, не входя, потому что консенсуса нет в том, чтобы НАТО вступило в войну. Нет консенсуса на сегодня. Я не думаю, что он быстро или вообще будет. Но можно себе представить выработку консенсуса, хотя по защите какой-то части или вообще элементов воздушного пространства Украины. Ну, значит, то, что Киев предлагает, чтобы сбивать эти там ракеты, которые летят хотя в направлении других стран НАТО и так далее. Но к этому тоже нужно выработать консенсус. И это непростая работа, потому что пока есть страны, которые из этого не согласны. Но там такой пример. Может, лучше это объяснить, чего лучше не делать. Например, делать предложения такие, что если только НАТО будет принимать в Украину станет членом, тогда украинские войска очень быстро могут заступить американские войска в Европе. Знаете, но эта идея, это очевидно, что она не понравится в таких странах, как Польша, не знаю, панство Балтии. Почему? Потому что, с полным уважением для Украины, но для стран фронтовых, натовских фронтовых, но присутствие военных американских со всеми этими разными элементами, которые это приносит, является абсолютно самым главным элементом безопасности. Также то, что может, как бы сказать, работать в каких-то разговорах, даже чтобы там приговорить каких-то американских сенаторов, но это не пройдет в целом НАТО, потому что здесь есть тоже... Нельзя забывать про интересы тоже других стран. Также речь идет, конечно, о дипломатии, о политической обстановке. Я об этом говорю больше прежде всего, потому что я думаю, что здесь есть еще много, что можно совместно выработать. Но и здесь, чем больше будем говорить таким языком уже понятным для друг друга, а не только через какой-то мегафон, как он называется, тем будет лучше. Роберт, есть вопрос, о котором я упоминал в начале нашего разговора. Вы не раз были на программах в России, когда там работали, да, с 10 по 15 год. Вы знаете, кто такие пропагандисты, этот Попов и другие. Я видел ваши программы, где вы, я не знаю, вашу точку терпения и кипения, где она, но вы могли это
воспринять, да? У меня вопрос. Вот эти все сборища людей, которые так вот кричат, что солдаты НАТО воюют в Украине. Даже в 2014 году три самолета с трупами поляков, военных, отправились в Польшу. Много бреда. Они сами в это верят или это просто на камеру они отрабатывают свои деньги, а когда камеры, извините, выключаются, они, грубо говоря, обычные люди? Ну, обычно это может не совсем, потому что люди, которые занимаются такими ложью, они не совсем нормальные, но все-таки, да, в это время можно сказать, знаете, как интересно было, спасибо, такие приятные слова я услышал, но мне еще там год-два года тому некоторые люди даже в Украине ругали, почему я там ходил, значит, я тоже пропагандист и так далее. Но я ходил тогда в эти программы, потому что, ну, тогда еще имело смысл. Хотя с ними побороться, как говорится, потому что если бы там никто не ходил, тогда только оставалось один и так далее. Вы правы, это так и было. Я помню, что там, ну, например, он же ушел, там, Жириновский, да, он там орал во время программы, а потом после программы там готов был вообще, там, не знаю, там, виски пить или что там хотите и так далее. Были другие люди, которые полностью сумасшедшие. Но дело в том, что, знаете, вопрос, он важный. Они верят в это или нет. Это не касается только пропагандистов, это тоже касается людей, ну, типа, там, не знаю, министр иностранных дел Лавров, сколько лет уже там в это не занимает, да? Мне тоже спрашивали из Брюсселя и другими, а ты думаешь, что он верит в это? А мой ответ уже там, не знаю, с 2014-2015 года был, это не имеет значения. Потому что люди, которые, знаете, ну, в Москве все режим как держит власть. Но это коррупция и страх. И поэтому люди говорят разные бреды, потому что или им это выгодно, или они боятся. И тогда это уже не имеет значения, что важно, что в голове Путина, потому что он принимает решения. А что в их голове? Они это верят, как они там себя в зеркале смотрят утром, там Соловьев или другой. Это не имеет никакого значения. Все это нужно, короче говоря, слова, которые мы слышим в Москве, они нельзя их вообще считать всерьез. Ну, знаете, высказание Медведева, ну что ж можно сказать? Это даже не важно, или он там, сколько он там стаканчиков выпил, это полный бред, да? Также слова этого режима, который использует ложь как вообще обычным дискурсом. Это нормально там, да? Они так делают и между собой. Это не имеет значения. А политического дискурса сегодня, короче говоря, в России публичного никакого нет. Также то, что еще имело какое-то значение там 10, скажем, лет тому назад, сегодня это чисто их, как бы, скажем, пропагандистские шоу, и так нужно это смотреть. Я даже думаю, что мы слишком это нормально в какой-то степени, тоже включая журналистов, больше, чем нужно заниматься этими словами, потому что вот это, что они бы хотели, да, ну, какое-то имеет значение. Но следующее высказание Путина, а что он еще может сказать, что, не знаю, там, Москва-то вообще была всегда ядерным, самой могучей страной в мире, там, не знаю, от 5 века и так далее. Но все это бессмысленно, да. Также, да, для меня пропаганда – это часть, и ложь – это вообще ложь, да. Это часть это функционирования этого режима, и нужно это просто понимать, все. А все остальное, что важно, это нам самим нужно сделать, не обращая специального огромного внимания словам, которые приходят из Москвы. Роберт, большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо, что вы нашли время, да, рассказать, вспомнить, да, что было в отношениях и Украины, и НАТО, и вот этой террористической России, которая уже третий год полномасштабным вторжением уничтожает Украину. Я очень надеюсь, что мы с вами в будущем встретимся при обстоятельствах, когда будут какие-то уже свет в конце туннеля членства Украины в НАТО. Вам большое спасибо. Очень надеюсь. Всего хорошого. Слава Україні! Героям слава! Нагадаю нашим глядачам, з нами був Роберт Пшель, це колишній польський дипломат, а також представник НАТО в Росії з 10 по 15 рік. Ви ж зробіть те, що маєте зробити. Поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.